Всем привет, на связи Леонид Вандерфото. Сегодня у нас распаковка новинки. Очередная новинка от компании Fujifilm Instax 400. Конечно, вы хотите спросить, а чем же она отличается? А я скажу вам честно, ничем не отличается, как всегда. Кроме дизайна, цвета и таймера. Появился таймер. По факту, как обычно, да, компания Fujifilm в презентации там заявляет, что вот, там кадры будут лучше, кадры будут четче, там лучше умная система. Я не знаю, вот коробка у нас, на коробке, мне кажется, даже это не написано. Здесь вот они больше всего про таймер пишут, что он такой классный, красивый. Но мы-то с вами хитрые волки, и мы знаем, что кроме повышения цены на эти камеры ничего не изменится. Давайте смотреть. Поехали. Напоминаю, эта камера работает вот на таких вот кассетах. Кассеты Instax White есть вот в таких пачках, есть фольгированных часто продают, потому что бывают двойные кассеты, ее открывают и продают по одной. Это экономит картон и чуть-чуть дешевле получается и для продавца, и для покупателя. Здесь у меня использованная кассета лежит для теста. Поехали. Значит, коробочка открываем. Открываем. Что мы видим? Сверху у нас сразу такая вот штучка. Что в этой штучке? Макролинза. Очередная макролинза, скорее всего, которая подходит только к этой камере. То есть у каждой камеры своя макролинза. У Fuji 300 своя, у Instax 210 своя, здесь, наверное, своя. Я имею в виду своя, это по размеру крепления. Но это не точно, надо смотреть. Далее. Маленький ремешок на палец, ну, на руку, совсем маленький страп. Далее. Супер китайские батарейки, 4 штуки пальчиковые. Открываем, открываем, достаем камеру. Это не просто. Достается камера вот вместе вот с этой штукой. А также, это еще не все. У нас тут еще что-то лежит, но это надо каким-то образом достать. С трудом достаем обычный ремешок. И, ну, как обычно, триллиард бумажек, бесполезных бумажек. Вот они все. Давайте посмотрим. Инструкция английский, французский, испанский. Все, коробка нам с вами уже не нужна. Тут мы ее поставим вот так для фона, да, красиво. Смотрим, что у нас дальше. Одна коробка убрали. Fujifilm Instax. И... Вот такая вот интересная камера у нас в руке. Ну, это White. Она действительно большая, она чувствуется как White. Обсуждаем то, что мы всегда смотрим. Первое – это хват. Я вообще не люблю камеры, где неудобно держать. Значит, вот здесь он сделан круто. Вау, ребята, крутой хват. Знаете почему? Потому что, смотрите, мой палец, он прям вот лежит на кнопке спуска. Моя огромная лапа захватывает всю камеру. А главное, на обратной стороне под хватом есть такая вот штучка, дополнительная такая, которая не дает пальцу соскользнуть, большому пальцу. Если вот так вот видно это, вот так вот, то есть палец не соскальзывает. Это первая, кстати, камера. Мне кажется, реально первая вообще среди всех пленочных, цифровых, вообще вот среди всего, где сделали такую штуку. Я могу ошибаться, но, по-моему, я вообще этого не помню. Это очень круто. Вау, спасибо, ребята, это правда круто. Далее. Мы сюда вставляем нашу пленку. И что я вижу? Вот сразу мне бросается в глаза, это замочек, он из металла. Ну, типа какой-то там дешевый металл, но он не пластмассовый, как обычно. Замочки здесь всегда ломались, это частое явление. Давайте посмотрим, что надо сделать, чтобы открыть. Раньше надо было вот так вот типа нажать и оттянуть, а сейчас я так делаю и поворачиваю в бок, и у меня все открывается. Вау! Вот это вот технология! Сколько лет для этого понадобилось? Это круто, и, возможно, замок перестанет ломаться. С другой стороны, может, он так будет ломаться больше, я не знаю, но это выглядит хорошо. Правда. Смотрим дальше. Сам дизайн классный. Мне нравится. Чтобы включить камеру, надо повернуть объектив вот сюда. У меня есть 3 режима. Сейчас off. Он, кстати, объектив прорезиненный. То есть вот здесь вот такая накладка из резины, и руки не скользят, руки хорошо его хватают. Обычно же все пластмасса. И это мне, кстати, нравится. Тактильно удобно. Тактильно удобно. Только, знаете, что я не понимаю? Мне хочется повернуть вот в эту сторону, чтобы его открыть, а открывать надо в другую сторону. То есть мне хочется это сделать как бы, ну вот сразу оп и повернул, а здесь надо в обратную. И, например, вот эти параметры, здесь сбоку написаны параметры, собственно, расстояние, я их не вижу, когда вот держу камеру, то есть мне надо повернуть ее в бок, вот так покрутить и выбрать, что я хочу. Я хочу 0,9 метров 3 метра или 3 метра бесконечность. До щелчка, то есть реально щелчок слышно, фиксируется нормально.
Давайте выключим, поставим батарейки. Отсек для батареек – это отдельная боль. Он всегда ломается, и здесь он также пластмассовый. Не сделали они здесь железные заклепочки. Открываем. Ну, с трудом открываем. Ну, что мы видим, ребята? Работу над ошибками здесь они не провели, потому что у нас опять... ну хотя нет, смотрите, пружины. Раньше всегда было как? Все пружины смотрели в одну сторону, во всех камерах Instax, во всех до единой, а плюс-минус был в разные. Это было подписано, но никто не смотрел, камера не работала. Сейчас пружины поставили, и все стало четко. Блин, я извиняюсь, Instax провели большую работу, модернизировали одну крышку и часть бат-блока. Действительно, теперь вы не ошибетесь, поставив батарейки, и она у вас реально всегда будет работать. Только не забывайте, что камера жрет, ну, нормально, батарейки нужны хорошие, они, ну, как бы не говнючие. Крышка закрывается так себе, есть небольшие зазоры в крышке. Короче, бат-блок сломается, сама крышка с креплением, рано или поздно. Батарейки поставили, давайте открывать. Открыли. У меня загорелся вот здесь красный огонек. И погас сразу, ну, потому что ничего не происходит. Счетчик кадров у нас вот здесь, он показывает S. Мы забыли посмотреть видоискатель и узнать, насколько он крутой. Видоискатель. Он очень странный, ребята. Я вам реально говорю, очень странный. Я попробую скачать картинку в интернете и вставить ее где-то здесь. Потому что у меня есть квадрат. Ну, такой вот типа. Это то, что попадает в кадр. Посередине есть круг. Мы все привыкли к этому. А рядом с ним еще один пунктирный круг. Зачем, спросите вы? Вы не забывайте, что объектив у нас вот здесь, а видоискатель у нас вот здесь. То есть у нас есть смещение. Ну, чем больше расстояние, тем больше это смещение. То есть если вы фотографируете там цветок посередине, то на самом деле он будет вот здесь вот, по факту, на кадре. Поэтому это важный момент. И вот, видимо, вот этот доп-круг показывает, как должно быть. Я не могу это говорить со стопроцентной вероятностью, но мне кажется именно так. Вот я сделал пустой снимок, он типа вылез, у меня стало 10 кадров. Окей, давайте посмотрим таймер. Это самое интересное. И как он заводится. Чтобы взвести таймер, мне надо просто сделать вот так. Бэм. Отпустить его, он как бы так отпружинивает обратно. У меня здесь загораются лампочки. Давайте нажмем спуск. Какой треск. У меня сейчас ухо просто кровью истечет. Таймер и работает, да? Да, лампочки уменьшаются. Сколько секунд прошло, засекайте. Снимок вылез. Окей, а можно сделать таймер меньше? Можно сделать его на одно деление, на 2 деления, на 3 деления. Нет, каждый раз я его просто увеличиваю. Вопрос, а если я выключу камеру? Я передумал, не хочу таймер, передумал. Выключил, включил. Супер, таймер сбросился. Можно ли сразу на 2 сделать, например? 1, 2, 3, 4. Короче, здесь 4 как бы щелчка получается на таймере. И вы можете по одному дощелкивать до конца, либо сразу перевести все 4. Ну, то есть таймер можно уменьшить по количеству времени. Окей, спасибо вам за это. Ну что ж, вот такая распаковка. Что можно сказать об этой камере, исходя из распаковки? Потому что видео, где мы снимаем на эту камеру, будет следующим. Оно будет либо через видео, либо прям следующим идти, через недельку-две. Ну, если вы смотрите это в каком-то другом времени, это уже давно все вышло. В общем, распаковка приятная. Камера выглядит приятно, прикольно. Проблема в том, что ничего не изменилось, понимаете? Это та же самая камера, как Instax 210, как Instax 300. То есть они ничего не сделали. Ну да, окей, вы сделали какие-то изменения в дизайне, но в техническом плане ничего не сделали. И также, ребята, обратите внимание, самое важное, алям! Вспышка не отключается. Очередной, мать его, раз, они выпустили камеру, где нельзя отключить вспышку. Почему? Я не понимаю. Ну, типа, ну сколько можно уже? Ну сколько, пожалуйста, ну сделайте уже нормально. Нет, нельзя отключить вспышку. И, скорее всего, я уже почти предвкушаю, что наши тесты, которые мы будем снимать в реальной жизни, все фотографии будут пересвечены. Особенно селфи. Как можно снять селфи со вспышкой? Просто объясните мне. Ну как это возможно? Я не знаю. В общем, такая распаковка. Пишите, что думаете об этой камере. Пишите, есть ли она у вас. Если вы знаете какие-нибудь прикольные камеры, как альтернативу этого вайда в формате wide, тоже пишите. В общем, с вами был Леонид. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.
Подписывайтесь на наш Инстаграм. У нас тут очень много классных, интересных фотографий, различных лайфхаков, а также мы выкладываем сторис, в которых вы можете поделиться своими фотографиями, голосовать за выбор пленки и участвовать в различных конкурсах. А также вы самыми первыми узнаете про наши акции и скидки. Будет круто. Присоединяйтесь.